Привет, друзья! Александр Гудков – актер и шоумен, вызывающий неоднозначную реакцию зрителей. Одни восхищаются его актерским мастерством и остроумием, другие называют обидной кличкой – женоподобным мачо. Но все это нисколько не смущает Гудкова, а только добавляет ему популярности. Сейчас эпатажный шоумен находится на пике своей популярности. Он снимает клипы, пишет сценарии для юмористических шоу, пробует себя в кинематографе. Телеведущий признался, что за короткий срок успевает зарабатывать крупные суммы. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Александр Гудков и сколько он зарабатывает. Известный телеведущий родился в Подмосковье Ступино 24 февраля 1983 года. Матери будущего юмориста приходилось нелегко. Она одна воспитывала двух детей, Наташу и Сашу, поскольку их отец рано ушел из жизни. Мама мечтала, что ее сын получит солидное техническое образование, займет на местном заводе хорошую должность. Она и до сих пор не смирилась с тем, что Саша стал юмористом, и время от времени проводит с сыном беседы, убеждая его найти настоящую мужскую работу. Многие юмористы считают, что для них самое главное – вовремя попасть в успешную команду. С Александром это случилось не сразу. С раннего детства самым близким другом для него была сестра Наталья. Именно с ней он стал выступать в КВН. Сначала Гудковы были участниками команды «Стихийное бедствие», затем играли за «Семейку-2». Однако популярность молодому юмористу принесло участие в команде Федор Двинятин. Это была совершенно необычная команда, появление которой на Первом канале вызвало настоящий фурор. Стиль работы молодого коллектива кардинально отличался от стиля других юмористических сообществ. Представители этой команды сделали ставку на отточенное актерское мастерство, абсурдность, игру слов. Необычной команде с нетривиальными решениями пришлось в течение 2 лет доказывать, что данный формат игры приемлем, имеет право на жизнь. Многие юмористы стремятся к созданию индивидуальных проектов. Гудков не стал исключением. Он решил попробовать свои силы в роли сценариста, стал автором проектов для шоу Comedy Woman. Оказалось, что у сценариста Гудкова большое будущее. Он обладатель легкого пера, умеющий создавать прекрасные юмористические сюжеты. Через некоторое время успешного сценариста перестал удовлетворять уровень его популярности. Ему захотелось стать востребованным в актерской профессии. В женском юмористическом шоу тандем Гудкова и Медведевой считался одним из самых выразительных. Но Александр выступал не только с Натальей Медведевой. Зрители высоко оценили его участие в миниатюрах с Екатериной Скулкиной, Натальей Еприкян, Марией Кравченко и Мариной Федункив. Через некоторое время Гудков стал работать в развлекательной передаче Yesterday Live в рубрике о моде. Он не отказался и от приглашения поработать в качестве соведущего программы «Вечерний Ургант». В рамках этой передачи Александр выполнял и вторую функцию – озвучивал текст за кадром. Шоумен был ведущим нескольких рубрик – дамского клуба, уроков самообороны от Бориса Тигра, музыкальной студии Александра Гудкова. Озвучить сумму гонорара на первом Александр не может по условиям контракта. Гудков с удовольствием занимается озвучкой. Для Александра это возможность поиграть голосом, посмешить публику. У Гудкова это прекрасно получается. Недаром его пригласили поработать в известный мультипликационный фильм «Ральф». Здесь актер занимался озвучиванием мастера Феликса-младшего. После этого артист успел сняться в музыкальном видеоклипе Сергея Лазарева. В юмористическом видео его увидели сразу в 3 ролях – в качестве владельца автосервиса, билетерши и милиционера. Гудкову и самому понравилось сниматься в роликах. Он снимался в клипах, созданных на хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», на песню Билана и Полины «Пьяная любовь» и многих других. В этих видео Гудков исполнял характерные роли, был сценаристом и продюсером. У юмориста есть бесспорное деловое чутье, позволившее заняться выгодным и приятным бизнесом. Шоумен стал совладельцем престижной мужской парикмахерской Boycat. Это предприятие вряд ли можно назвать обыкновенной цирюльней. Оно представляет собой современный мужской клуб. Здесь можно не только постричься, но и приобрести модную одежду, аксессуары, косметику и спокойно побеседовать. Компаньоны Александра наняли прекрасных парикмахеров, каждый из которых является профессионалом высокого класса. В интервью Ксении Собчак Александр озвучил сумму прибыли от парикмахерской за год. Со слов Саши, она составила 5 миллионов рублей.
В конце 2016 года Гудков и Наталья Медведева стали участниками телевизионного шоу «Где логика?». Это был необычный выпуск, его приурочили к новогодним праздникам, а соперниками юмористов стала семейная пара Азамат Мусагалиев со своей супругой Викторией. Вскоре Александра пригласили поучаствовать в развлекательной передаче «Деньги или позор». Это скандальное шоу всегда вызывает большой интерес у зрителей. Телеведущий дядя Витя предложил Гудкову отпустить шутку в адрес Ивана Урганта, но Александр отказался испытывать судьбу. Он остроумно заметил, что не может вышучивать своего работодателя именно из-за того, что тот способен оставить его без зарплаты. В 2018 году Александр Гудков получил высокую награду за свою работу. Он стал продюсером года вместе с Иваном Ургантом. Ценный приз двум юмористам вручили на GQ «Человек года». Саша с удовольствием соглашается на роль ведущего на любом корпоративе, свадьбе, дне рождения, дне города или другом праздничном мероприятии. Его выступление – это неизменная эпатажность, эксцентричность. Одно такое мероприятие он проведет за сумму не менее $10 тысяч. Сегодня Гудков – совладелец продакшн-студии Fast Foxes и YouTube-канала Chicken Curry с 2,5 миллионами подписчиков, на котором выходят провокационные шоу Comment Out, Лига плохих шуток и другие. Александр похвастался публике высокими доходами. Если раньше он получал всего 350 тысяч рублей в месяц, то сейчас эта сумма возросла до 5 миллионов. Эту цифру Гудков озвучил сам. По его словам, это самый крупный гонорар, который он получил за месяц. Самым низким для шоумена был заработок в 7 тысяч рублей в месяц. Он продюсер провокационных клипов Филиппа Киркорова и Светланы Лободы и лицо десятков рекламных роликов, которые приносят ему миллионные доходы. «Я всеми фибрами стараюсь торговать своим лицом, пока оно продается, и не стесняюсь этого», – говорит продюсер. По оценкам Forbes, только доход от рекламы в YouTube за последний год принесли бизнесу Гудкова $1 130 000. Александр Гудков снимает квартиру в центре Москвы. До того, как стал известным, он обитал в жилье поскромнее, вместе со своими друзьями и коллегами по команде КВН Федор Двинятин. Скромная квартира шоумена украшена картинами от его крестников. Александр Гудков признался, что их у него аж 10. В квартире вместе с шоуменом живут 2 кошки абиссинской породы. Известно, что одну из них зовут Гнида. Экскурсию по своему жилью Александр Гудков провел Ксении Собчак для ее шоу на Ютубе. Юморист показал гостиную, спальню, а также кухню. В доме, где живет Гудков, нет консьержки. Он признался, что ему не страшно жить без охраны, он даже с местными бездомными находит общий язык. В некоторых юмористических сценках Александр очень удачно изображал гея. Все это вызвало шквал вопросов у зрителей. Статус холостяка тоже не дает покоя людям, озабоченным нравственностью актера. На самом деле Гудков – обычный мужчина, с глубоким уважением относящийся к семейным ценностям. Он часто сокрушается о том, что этим ценностям уделяет слишком мало внимания на телевидении. Общественность всегда остро реагирует на вопрос об избраннице Александра Гудкова. И однажды в интервью юморист открыл свою тайну. У него есть хорошая знакомая, с которой шоумен подружился еще во времена студенческой юности. Молодые люди долгое время были друзьями, пока не поняли, что их связывает нечто большее. Вполне вероятно, что именно эта девушка со временем станет женой знаменитого шоумена. Самым близким другом для Александра была и остается его сестра. У Гудкова есть далеко идущие планы на жизнь. Он давно уже решил создать семейное шоу, главной тематикой которого станут животные. Собственные выступления для этого артиста не более чем хобби, а настоящей работой он считает написание сценариев. Ну и тут Александр относится к себе с изрядной долей юмора, называя себя не сценаристом, а креативным писакой. Но если вам понравилось это видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите это видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.